11 августа 1979 года. Эта катастрофа произошла вблизи города, который тогда носил название Днепродзержинск. Сегодня он известен как Каменская. Два пассажирских самолета летели навстречу друг другу, и ни один экипаж этого не знал. Через 65 секунд 178 человек уйдут из жизни. Из-за одного человека. Диспетчера, который не спросил, чей именно голос прозвучал в эфире. В этом видео я расскажу вам, как ошибка одного диспетчера уничтожила два самолета. Унесла жизни 178 человек. И как советское правительство скрывало эту трагедию от целой страны. Вы узнаете, кто в действительности остался жив, и почему эта история до сих пор хранит тайну, о которой мало кто знает. Если вам важны такие разборы, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы подобные видео выходили чаще. А теперь к делу. Август 1979 года. Советский Союз. Два обычных внутренних рейса Аэрофлота. Первый самолет следует по маршруту Челябинск, Воронеж, Кишинев. 6 членов экипажа, 88 пассажиров, среди них 24 ребенка. Второй самолет маршрут Ташкент, Гурьев, Донецк, Минск. 7 членов экипажа, 77 пассажиров, 12 детей. И еще 17 футболистов и сотрудников ташкентского клуба «Пахтакор», которые летели в Минск на матч против «Динамо». Два обычных рейса, два самолета одного типа и одна точка в небе, где их пути должны были разойтись, но не разошлись. Утром 11 августа 1979 года в диспетчерском центре заступила новая смена. Старший диспетчер Сергей Сергеев. На самый сложный юго-западный сектор он поставил молодого неопытного диспетчера третьего класса, 20-летнего Николая Жуковского. Контролировать его должен был диспетчер первого класса, 28-летний Владимир Сумской. Но в тот день над Украиной возникла дополнительная проблема. Леонид Брежнев летел в Крым. Власти потребовали очистить воздушное пространство для советского лидера. Это вызвало серьезный хаос. Маршруты были срочно перестроены, нагрузка на диспетчеров резко возросла. И Жуковский оказался в самом центре этого хаоса. Молодой, неопытный, в самом критическом секторе, в самый тяжелый день. Два самолета летели на одной высоте, навстречу друг другу, с разных сторон. Их маршруты пересекались вблизи Днепродзержинска. А диспетчер Жуковский не мог правильно читать то, что видел на экране радара. Он не понимал, как стремительно они сближаются. И в этот момент более опытный диспетчер Сумской взглянул на экран и понял. Сумской немедленно действовал. Он отдал команду одному из самолетов сменить высоту. Из эфира пришел ответ, размытый, неразборчивый голос. Сумской принял это за подтверждение, не переспросил, не уточнил, кто именно ответил. Ответил другой самолет, а тот, который нужно было спасти, продолжал лететь на прежней высоте. Оставалось 65 секунд. 13 часов 35 минут, 8400 метров, плотные облака, видимость нулевая. Два самолета столкнулись, удар был настолько сильным, что пилоты погибли мгновенно. Один самолет начал разрушаться прямо в воздухе, второй еще несколько минут оставался в небе. Экипаж боролся за управление, но это было уже невозможно. 178 человек, никто не выжил. И потом тишина. В Советском Союзе авиакатастрофы были государственной тайной. Семьи получали короткое официальное уведомление. Газеты молчали, телевидение молчало. Но на этот раз скрыть все не получилось, потому что на борту был «Пахтакор». 17 футболистов и сотрудников одного из самых известных клубов советской высшей лиги. Целая команда. Исчезла в одно мгновение. Слухи разлетелись по всей стране. Власти хранили молчание 7 дней. Через 7 дней спортивная газета опубликовала на последней странице один абзац. Ни слова о том, что произошло. Только некролог. Расследование проходило за закрытыми дверями. Виновными были признаны Жуковский и Сумской. Сумской заметил опасность. Он попытался исправить ситуацию, но не уточнил, кто ответил в эфире. Он получил 15 лет. Вышел на свободу через 6,5. Жуковский покончил с собой. А старший диспетчер Сергеев, тот, кто поставил их обоих на те посты, кто выстроил весь этот порядок в тот день, не получил никакого наказания. «Пахтакор» был самым любимым футбольным клубом Ташкента. На борту самолета находились 17 игроков и сотрудников клуба. Все они летели в Минск на матч. Все они погибли. Советский футбол никогда раньше не терял целую команду, сразу, в один момент. Власти разрешили клубу остаться в лиге, из других команд прислали игроков. «Пахтакор» был восстановлен с нуля, но тех футболистов не мог заменить никто.
Годами люди рассказывали разное. Самый распространенный слух звучал так. Самолеты были сбиты намеренно, чтобы освободить небо для Брежнева. Ни один документ этого не подтвердил. Расследование установило четко. Два самолета столкнулись в воздухе. Но почему этот слух жил так долго? Потому что государство молчало. Люди сами заполняли пустоту. Там, где нет официального объяснения, всегда рождается слух. Так было, так есть, так будет. Эта катастрофа не была следствием одной ошибки. Неопытного человека поставили на самое трудное место. Правила существовали на бумаге, но не работали на практике. В тот день нагрузка была намного выше обычной, и в системе не было ни одного автоматического механизма, который мог бы остановить человеческую ошибку. Все эти проблемы существовали не только в тот день, они были там всегда. Просто 11 августа 1979 года все это сошлось в одной точке. Из 178 человек не выжил никто. Но некоторые люди, которые должны были быть на борту, не оказались там. Главный тренер Пахтакора улетел днем раньше, другим рейсом. Один из игроков команды пропустил этот рейс по личным обстоятельствам. Оба остались живы. В тот день они приняли другие решения, обычные, простые решения, и это их спасло. В момент, когда ни один из них даже не догадывался, что происходит в небе над Днепродзержинском. Это столкновение стало вторым по числу жертв в истории мировой авиации на тот момент. На территории Украины оно оставалось крупнейшей авиакатастрофой вплоть до 2014 года. Но в 1979 общество ничего не знало, потому что государство свело гибель 178 людей к одному абзацу. В начале этого видео я обещал рассказать об одной тайне, но прежде чем я это сделаю, я хочу, чтобы вы кое-что представили. 178 человек. Каждый из них в тот день жил обычной жизнью. Кто-то летел по работе, кто-то к семье. Среди них было 36 детей. 36. И никто из них, садясь в самолет, не знал, что произойдет. Подумайте о футболистах Пахтакора. Молодые ребята летели в Минск на матч. Наверное, обсуждали игру, смеялись. Обычная выездная поездка. Никто из них домой не вернулся. После катастрофы история Пахтакора не закончилась, но стала совсем другой. Советские футбольные власти приняли беспрецедентное решение. Клуб остался в высшей лиге. Из других команд прислали игроков. Но эти игроки не приехали добровольно. Их назначило государство. Некоторые не хотели ехать. Их отрывали от семей, от своих клубов. 2 сезона Пахтакор играл именно так. Выходил на поле, проводил матчи, но в раздевалке, на трибунах все знали, кого не хватает. Тех футболистов не мог заменить никто. Никогда. Шли годы. Советский Союз распался. Документы начали появляться на свет один за другим. И тогда выяснилось, после этой катастрофы советская система авиации была тихо изменена изнутри. Появились новые правила. Неопытным диспетчерам запретили работать на сложных секторах. Процедуры подтверждения команд были ужесточены. Но ничего из этого не было объявлено публично. Потому что объявить значит сначала признать ошибку. Советская система на это была не способна. Изменения были внедрены тихо, как будто ничего не было. Эта катастрофа повлияла и на международные правила авиации. Сегодня во всем мире действует одно обязательное правило. Когда диспетчер дает команду экипажу, экипаж обязан повторить эту команду слово в слово, назвав позывной своего воздушного судна. Просто сказать «понял» недостаточно. Это правило стало частью нашей жизни, но большинство людей не знает, откуда оно появилось. За этим правилом стоит эта катастрофа и десятки подобных трагедий. И теперь тайна, о которой я говорил в самом начале. Следователи изучили каждую запись радиопереговоров и обнаружили вот что. Когда Сумской отдал команду, до сих пор точно неизвестно, принял ли ее нужный самолет. Это была техническая неисправность или экипаж просто не успел среагировать? Точного ответа на этот вопрос нет до сих пор. А это означает следующее. 2 людей были осуждены. Система была оправдана. Но то, как именно произошла эта катастрофа, официально так и не было установлено до конца. Один вопрос в эфире. 65 секунд. 178 жизней. Советский Союз заплатил за этот урок молча. Жизнями людей, чьих имен страна так и не услышала. Пока я готовил это видео, я многое чувствовал. 178 человек, 36 детей и целая страна, которая ничего не знала. Такие истории должны быть рассказаны, они не должны быть забыты. И я хочу продолжать это делать. Для вас. Если эта история что-то затронула в вас, если хоть на мгновение эти люди ожили в вашей памяти, для меня этого достаточно. Но если вы хотите, чтобы я продолжал, дайте мне это почувствовать. Лайк, подписка. Для вас это мелочь. Для меня это очень много значит. Напишите в комментариях, какую историю вы хотите услышать следующей. Я читаю каждый комментарий. Я вижу каждого из вас. Всего доброго. Я вас люблю. Спасибо за то, что прошли этот путь вместе со мной.